Ну что, пока мой друг рисует, начнем новый обзорчик. Мужик с Испании прислал мне вот такой вот самодельный маркер, так сказать, Roll-on Mob, сделанный, как я понимаю, просто из Рексоны. Не знаю, там видно нормально, нет. Короче, все из Рексона он просто вытащил внутренности и вот такой вот войлок какой-то скрутил шаром и вместо пера его вставил. Ну, сразу прогнозирую, что когда будешь его перезаправлять, это придется вот это все набухшее от краски вот так вот вытаскивать и заливать. Вместо пера, я думаю, что можно использовать много что, но, наверное, войлок держится лучше всех. Неспроста же он именно его использовал. Взял вот такие вот остаточки чернил Флюкс и попробуем. Надеюсь, в кармане это все течь не будет. Ну, как раз. Вот такой вот маркер. Надеюсь, он не будет вот так протекать. Ну, попробуем, что. В воскресенье прибежал. Да, хотя бы.
У меня все руки залило. Ну что, потестил самодельный маркировку станции. Ташков, конечно, ставить много не получилось, потому что второй маркер, как и первый, просто начал жестко течь. Перепачкал мне все руки, все деньги, вещи. Я пытался очистить его салфетками. Вроде ничего больше не тегал, не писал, но он все равно начал сочиться почему-то. И вот такое это превратилось. Там целый пакет чернил. К сожалению, тегать этим уже нереально. В принципе, прикольная тема. Я думаю, раньше вообще было актуально, когда это был old school, и все люди не могли купить нормальных маркеров. Сейчас же, типа, если нет денег там купить маркер, хочется пойти потегать, то можно, да, там из Рексона и Войлока или что-нибудь еще сделать такой маркер. Но я думаю, что он больше одноразовый. Не знаю, поехал куда-нибудь, потегал вечером и выбросил, потому что перезаправлять его или ждать, пока он начнет течь, это такое, потом все испачкать. Первый Ташков там 10-20 он писал нормально, причем как и первый маркер, который я также заправлял, он тоже поначалу тегал, а потом начал точно так же течь. Поэтому делайте свои выводы сами, смотрите на теги в обзоре. Семьил, так-то идея неплохая с таким маркером.